отдыхаем от физики и попытаемся заглянуть в изысканный, прихотливый, необычный мир поэтики Борхеса. Это известного аргентинского писателя, латиноамериканского, может быть, самого известного, который писал романы, каждый из которых иногда занимал 3 страницы, а иногда и 10 страниц даже. То есть у него вот роман на несколько строчек. Вот. Значит, мы поговорим о сущности метафоры. Значит, я неоднократно говорил, что прошлого не существует, потому что есть определенного рода действительность. И в этой действительности прошлое для нас это то, чего не может быть, потому что есть только настоящее, а будущего нет, и прошлого тоже нет, только одно действительно настоящее. Тем не менее, мы что-то называем прошлым, мы что-то называем будущим. Что это такое? Ну, по всей видимости, это некоторое воображение. То есть мы воображаем, что с нами что-то происходило, что у нас были какие-то события, мы учились кто-то в школе, кто-то не учился, кто-то в университете учился, кто-то не учился, происходили разные события. Кто-то был влюблен и развелся, кто-то не был никогда влюблен и никогда не разводился, и так далее, и так далее. Но опыт показывает на самом деле, что наше воспоминание, это во многом, это говорят все психологи, это продукт нашего воображения. Мы часто меняем наше прошлое тем самым, чтобы сделать его более для нас комплементарным. То есть преувеличивать собственные достижения, преуменьшать собственные беды и проблемы и прочее. Все эти вещи. Тем не менее, по большому счету, психологи тоже не правы, по той простой причине, что они думают, что есть некое настоящее прошлое. Но есть ли оно? И вот мы сегодня отправимся в мир Борхеса, где прошлое и будущее это одно и то же. И в каком-то смысле оно не существует. Но именно благодаря тому, что оно не существует, и возможное действие в действительности. То есть в нашем мире мы можем поступать и что-то делать. И вот первый, значит, это рассказ, о котором мы сегодня будем говорить. Это то, как происходит метафизирование тоже реальности. Что оно такое? Когда у нас каким-то образом действию придается некий посторонний смысл, отличный от действительности, и тогда действие оказывается быть возможным. Я напомню, что есть такой рассказ, который практически везде переводится к «Сад расходящихся тропок». Я не помню, ровно такой же рассказ есть у Пелевина, по большому счету, но я просто не помню его сюжет, вот, на удивление. Вот ровно такой же рассказ, и мы о нем сейчас вспомним и попытаемся о нем каким-то образом говорить. Такую вот вещь. Вот. В чем там происходит? Это сложный, хитрый рассказ или повесть у Борхеса на странице 15 соответствующим образом. Там оказывается следующая вещь, что некий китайский агент германского правительства должен передать определенного рода сообщения. Ну, ему надо сказать очень простую вещь, то есть указать, где находится артиллерия союзников, в частности британская артиллерия, чтобы германцы, немцы могли нанести во времена Первой мировой войны удар по ней. Ну, все начинается с предисловия, с очень простого случая, что в 16 году 13 британских дивизий начали наступление при поддержке 1400 орудий. Но по каким-то причинам, историки говорят, что была плохая погода, наступление это остановилось. Что он делает? Каким образом это происходит? У него был единственный связной. Он понимает, что его враг, некий ирландец, переметнувшийся на службу британскому правительству, и поэтому с особой неистовством служащий Британии, именно по этой причине, убил и уничтожил его связного. И вот-вот, у него есть, может быть, какой-то час, его найдут, и миссия будет его провалена. Связи нет, возможности связаться нет, и так далее, и так далее. Но он ухитряется передать сообщение. Как он его передает? А тем простым способом, что город, там Ольсбург, по-моему, называется, вот этот, значит, где находятся вот эти самые войска, где он точно знает, что находится британская артиллерия, он приходит, находит человека с такой же фамилией и его убивает. В газетах публикуют, что некий Ю Цинь убил вот этого Ольсбурга,
и сообщение оказывается получено. Понятно, что Юцин будет казнен, но сообщение, его шифр, начальник, который направил его связного, его лично на всевозможного рода задания, совершенно правильно он его читает. Это оказывается, что в городе с таким же названием находится британская артиллерия, и по ней немцы наносят мощный авиаудар. В результате наступление откладывается на одни сутки, и потери британцев достаточно большие. Вот это очень интересная вещь. Что здесь оказывается? Здесь оказывается на самом деле, что некоторая действительность, настоящая действительность, она приносится в жертву некоторому смыслу. Смысл совершенно другое, что происходит в действительности. Ведь этот Ольсборг, он по большому счету выдающийся ученый, китаевед, выдающийся ученый. Значит, он расшифровал смысл, который был вот у прадеда или прапрадеда этого Юциня в его трактате про сад ветвящихся тропок. То есть в чем здесь это было, как бы, которая рода вещь. И он рассказывает, что есть различного рода содержания, в различного рода действительности, в различного рода происходящем может произойти все, что угодно. Ну, вообще говоря, родственники, когда вот этот прадед, будучи выдающимся чиновником китайским, вдруг забросил всю свою службу, забросил свои ученые труды и на 13 лет заперся у себя в саду, как некоторые говорят, одни говорят, что он начал писать некую книгу, а вторые, что он этот сад начал строить, расходящихся тропок. Но на самом деле никто не видел этого сада. Может, где-то он скрыт, может, он утонул, может быть, закрыт рисовыми чеками или еще что-то. Но, тем не менее, книга была это написана, и первое желание и жены, и всех сыновей и детей покойного, умершего вот этого выдающегося писателя и чиновника, было следующее. Давайте мы попытаемся эту книгу сжечь. Почему? Потому что в 3 главе главный герой умирает, а в 4 он действует как не бывало. То есть есть большое количество всевозможного рода сюжетов. Они все между ветвятся, пересекаются, заканчиваются, потом начинаются заново. Там существует бесчисленное количество всевозможных героев. Уследить за каждым совершенно невозможно. Это толстенный том. Но какое слово, если мы пишем роман о шахматах, должно быть единственного, которого не должно быть в этом романе о шахматах? Шахматы. Какое единственное слово, которое не используется вот этим китайским писателем, занимающимся позорным ремеслом, пишущим роман, что называется, во всем этой книге? Это время. Это некоторая структура времени, которая у нас оказывается у нас. То есть он описывает такую специальную метафизику времени. Постоянно ветвящиеся, исходящиеся, расходящиеся заново сюжетные ходы. Вот так как бы устроено время, и вот так устроен определенного рода роман. И все это выдающийся китаевед Ольсберг рассказывает нашему Юциню. И рассказывает, что как это было, как, что говорит, в какой-то реальности мы друзья, а в какой-то реальности мы враги. Значит, это одно и то же. И вот здесь мы опять смотрим вещь, что действительно, вообще говоря, для любого нормального человека совершить убийство в данный момент совершенно представляется невозможным. Но возможно, как будто мы делаем это во сне, типа того, что он взял револьвер и его застрелил. Почему? Потому что здесь был другой смысл. Мы отказались от действительности, когда встречаются два человека, ближе которых по духу, казалось бы, не может быть никого. Но второй убивает первого только потому, что ему нужна его фамилия, чтобы их две имя убийцы и убитого были опубликованы в завтрашней газете. И тем самым британский генеральный штаб получил бы от них сообщение. Вот каким-то образом. Вот это интересная вещь. То есть мы находимся в некоторой ситуации, в знаковой ситуации, мы подчиняем некой мечте, сну, некоторому тексту вот эту самую действительность, чтобы ее игнорировать. И только тогда оказывается возможным, вообще говоря, какое-то действие. Точно так же другой рассказ, который называется «Эмма Цунс» у Борхеса. Вот давайте его тоже вспомним, что там происходит. Там девочка получает сообщение о том, что ее отец, несправедливо объяснен, кассир фабрики, на которой она работает, был по большому счету
умер, покончил жизнь самоубийством. Он был оболган, он был ограблен и так далее, и так далее. И тогда она задумывает совершить определенного рода действия. Она состоит в том, что она хочет его реального человека, который украл деньги тогда предприятия, теперь владельца этой фабрики, убить, по большому счету. Что она делает? Здесь предполагается некий ход, на который, вообще говоря, нормальная девушка оказывается неспособна. Точно так же, как Юцинь своего вот этого друга, единственного самого близкого человека, по метафизике, по всему, только что вторгшегося друга убивает. Здесь точно так же, она отдается первому встречному. Не потому, что ей важен секс, не потому, что ей важно, значит, что она занимается на досуге проституцией, но она специально встречает корабль, который приехал из Мальме, чтобы оттуда дальше уплыть, а дело, скорее всего, происходит, как всегда, в Аргентине. Вот это следующее, чтобы человека, которому она отдалась, который ниже ее ростом и совершенно неинтересен, он был, по большому счету, больше никогда ее не встретил и не узнал. Для чего это ей было нужно сделать? Для того, чтобы обвинить потом человека, которого он винит, Лавенталя, который винит в убийстве, точнее, в оболганности своего отца, и обвинить в изнасиловании, и то, что она от этого изнасилования спасалась, схватила тяжелый револьвер из его ящика и его застрелила. Вот это самая вещь. Что здесь опять происходит точно так же? Происходит действительность некоторая, которая, действительность происходящего, она как бы заменяется на некую знаковую условную среду, и в этой знаковой условной среде возможно для Эммы Цунц то, что невозможно по большому счету для нее в действительности. То есть для нее оказывается возможным отдаться первому встречному моряку, но деньги, конечно, она между ними оторвалась. Вот это интересная вещь, как происходит, значит, любое метафорирование. Вот как оно происходит. Потому что все начинается с метафоры, но эту метафору мы никогда не удерживаем, по большому счету. Мы эту метафору не удерживаем, всегда сваливаемся в нечто происходящее. Ты не можешь сказать, что девочка, это пишет Олег Михайлович Наговицын, что девочка как цветок, ты не удерживаешь это. Если ты влюблен, то девушка для тебя цветок. Ничего ты не сделаешь. Тут были парочку стихов, но я их забыл показать, значит, эту вещь. Вот ты ничего в этой ситуации не сделаешь, и ничего у тебя в этой ситуации не произойдет. Девочка действительно цветок. Только действительно цветок. И ничего более. То есть всегда. Не бывает так, что русские как орки для украинца. Русские есть орки. Вот эти самые орки, их можно там пытать, что-то еще, представить себе, что Москва это город великолепных дорог и сияющих небоскребов, совершенно невозможно. На фоне вот этих убогих мазанок и нужников с Западной Украины, значит. Невозможно. Совершенно невозможно. Каким-то образом. Русские есть орки. Как девушка есть цветок, русские есть орки. Мы не удерживаем это, значит, этой ситуации. Всегда мы проваливаемся в определенного рода действительность. И только исходя вот из этого оказывается возможно невозможное. То есть возникает вот это самое действие. То есть Эмма Цунц отдается первому попавшемуся моряку, которого она где-то там находит. А Юцинь убивает своего друга. Только для того, чтобы вот в этом самом смысле, он совершенно тупой, он же совершенно не думал, что Германия чем-то лучше, чем та же самая Франция, где действие происходит. Чем-то лучше. Но просто ему хотелось доказать какому-то неизвестному ему высокому офицеру немецкого генерального штаба, что они косоглазые желтые обезьяны и тоже на что-то способны. И он вот это делает. Вот это самая штука. Вот в это самая вещь, которая всегда происходит. То есть это интересный поступок. Вот в том же в саду расходящихся тропок, или сад, где ветвятся дорожки, да, там описываются два сюжета, которые сходятся один в один. Вот один в один. В первом идет отряд, армия по горам. И горы страшные, ужасные и так далее, и так далее. Горы страшные и ужасные. И пугающие. И они видят город перед ними. И от ужаса, от окружающих гор, от ужаса, что они останутся здесь в темноте навсегда, вот с этой темнотой, они бросаются на город, и его завоевывают и побеждают. И второй же самый сюжет, к которому мы опять сталкиваемся. Этот второй сюжет, он состоит в следующем. Мы бросаемся на
там же точно так же. Они точно так же завоевывают город, но тем способом, что они видят там и происходящий праздник, и увлекаются этим самым праздником. То есть их бой – это вот то же самое, как бы участие в местном карнавале или в местном празднике. То есть они опьяняются этим праздником, происходящим в городе, и захватывают город, убивая всех его жителей. Вот это та же самая история. То есть они оказываются, действие оказывается возможно только тогда, когда мы подчиняем себя какому-то сну, воображению, мы сделаем будущее тем, что оно как будто бы уже на самом деле наступило. Ну вот, все помните девиз одних из героев «Игры престолов», то, что мертво умереть не может. Так персонаж 30-летней войны у Сартра говорит перед битвой своим наемникам: вы уже умерли, представьте себе, что вы уже умерли, только тогда вы по-настоящему сможете сражаться. То есть вот это своеобразное происходит. Элен у Толстого в «Войне и мир» делает тоже невозможно. Она собирается выйти за двух мужчин одновременно, что по большому счету невозможно. Ты выйдешь все равно только за одного. Но представить себе ситуацию, что вот она уже вышла за одного мужчину, и рядом тут же можешь представить себе, что она вышла уже за другого мужчину, это вполне возможно. И вот из этого представления, вот из этой мечты, из этого того, что произошло, вот можно и делать и действия. Прошлое оказывается тем же самым, что будущее. Будущее оказывается тем же самым, что было прошлое. То есть на самом деле, чтобы действовать в настоящем, чтобы что-то совершать, нужно, получается, таким образом отождествить и прошлое, и будущее. Представить будущее, что оно как будто уже произошло. Как бы это происходит с прошлым. Но мы знаем, что прошлое всего лишь это наше воображение. Здесь есть один очень большой вопрос относительно всего. Насколько подобного рода упражнения, которые у Борхеса все успешными, по большому счету, они всегда на самом деле успешны. Но в самом деле мы знаем сторонников нейролингвистического программирования, которые говорят нам простую вещь. Если ты хочешь играть в шахматы, ты должен вести себя как чемпион мира по шахматам. Если ты хочешь быть успешным бизнесменом, то ты должен взять в кредит в банке, взять в аренду Porsche Cayenne или какой-нибудь другой Porsche и ездить там сутки или два. То есть ты должен притворяться и быть вот этим самым предпринимателем. Народ ужасается, но народ по большому счету действует. Работает это или не работает, это большой вопрос. И вот это тот вопрос, который нам предстоит сегодня разрешить, по большому счету. Ведь ровно такая же ситуация, она оказывается и в русской классической философии, литературе 20-го, начала 20-го и середины 19 веков. То есть ровно такая же ситуация. Опять вспомним себе, замечательного рода Куприн, поединок Куприна. Там, есть мальчик Георгий Ромашов, которому во всем не везет, а везет только в любви, да, каким-то образом. И там происходит смотр полка, он должен, подпоручик, по-моему, он должен провести свою часть, строя мимо командира, что называется. Но он в этот момент взял и замечтался. Он представил себе, что он блестящий офицер. В результате произошло прямо наоборот. То есть воины под его руководством не взяли замок, не взяли город, ничего либо еще того не сделали. Сообщение не было доставлено, что называется. Он сломал строй, повел его куда-то прямо и криво и стал в конце концов источником оскорблений и насмешек для всего полка. Вот это та самая ситуация. Дуэль чеховская, то есть это время, когда было написано ровно тогда же, как поединок Куприна. Аналогичная ровно ситуация. Это Надежда Федоровна, как бы Лаевская, да? Надежда Федоровна, она воображает себя и считает себя самой красивой женщиной на побережье. Самой красивой женщиной на побережье. Но происходит опять, замок не берется, крепость не штурмуется. Успехов здесь нету, как у Эммы Цунц или как у Юциня. Никаких побед, никаких удач, ничего такого по большому счету не происходит из этих вещей. Она
ну, поскольку самая красивая женщина на побережье должна иметь успех у мужчин, у нее должны быть любовники, она заводит себе этого подлого полицейского, самовлюбленного, в качестве любовника. Он начинает ее шантажировать, и он объясняет, что он требует еще одно свидание. Свидание проходит неудачно, потому что за ее руку сражался еще один сынок армянского торговца. И он приводит ее гражданского мужа, Лаевского, посмотреть на это самое безобразие. Вот они в этом самой ситуации оказываются. Опять, мечта, замок не берется. На Порше, из того, что ты заказал себе Порше Кайен на сутки на двое, ты не стал бизнесменом-предпринимателем. А из-за того, что научился подражать Талю, отрезал у себя 2 пальца и начал класть их на доску рядом с часами и иметь этими оставшимися 3 пальцами шевелить. Ты не станешь играть в шахматы, как Таль. Ни в коем случае. То есть, действительно, для действия нужно определенного рода отказ от действительности и превращение в некую специальную знаковую среду. Иначе не бывает. Но тем не менее, интересно, что в русской литературе вот таких людей ждет по большому счету всегда, по большому счету, обвал, ужас, безобразие. Но опять вспомним, вот она рассказывает своей подруге, что она самая красивая женщина на побережье. Ну, у нее подруга какая-то есть, в ней взялась там. И она ей говорит, что это все совершенно не так. Да вы посмотрите на себя. Если ваша наружная одежда, верхняя одежда, то она достаточно еще нормально выглядит. Но посмотрите на ваше белье, оно уже поразительным образом грязное. И как вы ведете хозяйство? Ваш супруг Лаевский вынужден кучу денег изводить на питание по всяким трактирам и ресторанам. Вот, залезать для этого в долги. Вы же совершенно не готовите ничего дома и прочее, прочее. Это Надежда Федоровна на нее так удивленно смотрит. То есть ее действительность, которая... То есть ее вот этот текст, который она по большому счету нарисовала, он оказывается каким-то совершенно другим, чем вот эта самая действительность. Точно так же и станционный смотритель за эту повесть о блудном сыне, он держится всеми руками. Но реальность совершенно другая. То есть его любимая доченька спокойно выходит за очень богатого офицера и становится женой и матерью его детей. Ничего такого. Вот это особенность русской литературы. Там, где согласно нейролингвистическому программированию и рассказам Борхеса есть удача, хотя удача, она очень специфическая. Вот эта самая удача. Она очень специфическая удача. Это удача, вот Юциню, его же просто казнят, по большому счету. А по большому счету Аэму Цунци предстоит большое разбирательство, где и в самом деле удастся доказать, что Лавенталь ее изнасиловал, а она его в отместку за это убила. Вот это такого рода. Есть и другой рассказ, я здесь вообще в недоумении. Я раньше считал, что это называется три версии смерти Юды, что называется. И вроде бы, вы меня поправьте, потому что я сейчас в своей книжке ничего подобного не нашел, и в Википедии не нашел, ничего подобного не нашел. Где я это читал, где я что слышал, как это все происходило, я даже не знаю. Там, помимо 2 метафизических рассказов, есть 3, что некто был болен очень сильно. 2 месяца лежал в больнице, и вдруг он выходит, что называется, в эту... Первый раз после больницы выходит в какое-то там кафе, или как они у них называются. И у него происходит ссора, ну такая, с каким-то вот этим местным гаучо. А у них принято сражаться было на ножах, если вы знаете. Ну, одну руку обвертывали полотенцем или чем-нибудь панчо, а второй был нож, по большому счету. И вот он с ним выходит биться, что называется. И с радостью, и с восторгом. Почему? Потому что вот эта битва после его бесконечной болезни, она у нее воспринимается как, по большому счету, в текстовой некоторой реальности, как некоторая жизнь. Он выходит как бы вот для того, чтобы жить. Понятно, что физическая форма его отвратительна. Он столько месяцев болел, он практически не двигался. Понятно, что эту битву он проиграет, его скорее убьют. Но это вот и происходит таким образом, что смерть оказывается метафором жизни. Это очень интересно, когда смерть оказывается метафорой жизни. И ничего другого. Вот это забавная и интересная история.
То есть как бы и у Юциня, для него тоже это удача, ему удалось передать сообщение вот такой своеобразной ценой. А здесь тоже вот в этом рассказе Борхеса смерть оказывается метафорой жизни. То есть он достигает, то есть вот это ощущение, что ты живешь, что ты вышел на битву, но тебя убьют. Но в некоторой условности, которой ты подчиняешь собой действительность состоит, что ты физически первый раз вышел после больницы, ты не готов. Хотя бы через неделю у тебя может еще есть шанс. Через месяц второй тем более. А ты сейчас не готов к этому самой вещи. Но тебе это захватывает как некая стихия жизни, что ты наконец выздоровел. Почему я, хотя книжки сейчас я этого не нашел, может читал лет 30 назад, говорю о версии смерти Иуды? Потому что это как Иуда. Иуда выходит на бой с превосходящим его бесконечно силами, то есть с Господом Богом и его сыном, по большому счету. И для него смерть это является формой жизни. И здесь такая, смерть является формой жизни. Или, например, жизнь является формой смерти. Не знаю. Вот такой вот интересный подход. Ну вот, давайте подводить итоги. Мы уже почти полчаса поговорили. Значит, что у нас есть? Мы понимаем, как устроен сон. Да? Олег Михайлович Наговицын пишет, что приезд некоторого приятеля, это всегда ко мне, это как лавина, что-то такое, шум, гам, топот. Я ложусь спать, и мне снится лавина. Проблема в том, что метафора не удерживается как отношение одного и второго. Она всегда удерживается как нечто целое. Русские не как орки, русские есть орки. Ну, с точки зрения щирого украинца. Вот такого рода история. И это вот подобного рода такая, когда мы оказываемся в такой условности, оказывается, возможно определенного рода действия. По большому счету, только тогда действия возможны. По большому счету, только тогда действия невозможно. Если ты схватываешь же действительность как действительность, если к ней относишься, то у тебя действие, наверное, невозможно для тебя. Невозможно только тогда, когда ты подчиняешь действительность какой-то метафоре. Метафора это из отношения превращается в нечто одно, русские орки, просто орки, на самом деле, а это не метафора. Вот такого рода история. Чего здесь понять нельзя никак. Очень тоже интересные особенности. Вот в книжке вот в этой, значит, не сад, расходящийся в топок, а сад, где ветвятся дорожки. Здесь есть не то, на что Олег Михайлович специальным образом игнорирует, по всей видимости, вот эту самую вещь в своих, допустим, рассуждениях. Оно следующее. Оно состоит в том, что сходятся. То есть у тебя сюжет повторяется один к одному. То есть ты разными путями мог, как друзья, это Тольцберг и Юцинь. Ты мог к этому пути прийти как друзья, как враги, тысячами способами. Но ты окажешься в одной точке, в которой Юцинь застрелит Тольцберга. Это постоянно одно и то же. То есть вот это некоторая сходящаяся вещь. Поэтому правильно сказать сад, где ветвятся дорожки. Ветвятся именно. Они снова между собой пересекаются. То есть есть некоторые узлы, к которым ты можешь обратиться различными способами. Вот эту про историю Олег Михайлович, он про город, взятый войсками, я вот его тоже часто воспроизводил, не мог понять, откуда это по большому счету. Я воспроизводил его версию Олега Михайловича, сейчас могу честно сказать, что текст Борхеса этому совершенно не соответствует. С точки зрения Олега Михайловича происходит следующим образом. Значит, подходят войска, они принимают огни боевого охранения за огни праздника, а они думают, что пока все празднуют, они нападут и победят, они бросаются туда и побеждают. Так вот у Борхеса совершенно не так. То есть на самом деле идет праздник, и опьяненные этим праздником бросаются туда эти войска и побеждают. Но что здесь интересно, что к одному и тому же результату, это взятие города и истребление его местных жителей, мы подходим различными способами, что для него опять интересно. В одном, ужасаясь страшным горам, черной ночи, тропической, ну практически, и всем остальным вещам. И тогда, чтобы куда-то прибиться, вынуждены взять город. И второй способ, опять вынуждены взять город, тем, что опьяняются праздником, который происходит на улице города, врываются и побеждают. Различные способы, как с Юцинем. Но тем не менее здесь это победа вот эта. То есть это некоторая такая штука, которая забавным образом у Олега Михайловича
игнорируется. И в этом смысле очень интересно, что смысл этого рассказа, как и его название, абсолютно меняют смысл. То есть сад, где ветвятся дорожки, это правильный перевод названия рассказа. А сад расходящихся тропок это нечто совсем другое. В саде расходящихся тропок все тропки расходятся. В саде, где ветвятся дорожки, есть некие узловые события, как убийством Ольсберга этим Юцинем, в которых все вот сходится. Вот так оно происходит. Такие вот вещи. Такое вот то, что бывает, и то, что не должно как бы остановиться. Ну вот, мы поговорили о том, что сегодня, о том, что, ну я видите, да, со смертью этого Юды я тоже что-то как-то в недоумении. Вроде бы я это все читал, взял книжку и Википедию, и получилось, что это, я где-то это читал в другом месте. Ну что мы увидели? Мы поняли, что будущее, метафора, она никогда не удерживается, как правило, как именно метафора, как отношение, а тогда в самом деле люди превращаются в мух, а русские превращаются в орков. Иначе не бывает. И более того, всякое действие возможно только тогда, когда мы сильно подозреваем, что его результат, то есть будущее, уже как будто произошло. В этом смысле и будущее, и прошлое между собой смыкаются. Значит, Ольсберг, китаист, и сам Борхес смеются на точке зрения вот этого циклического времени. А здесь оно какое-то другое, более сложное и более интересное. Ну, циклическим временем Платона. Оно вот здесь какое-то другое. То есть прошлое как будущее, будущее как прошлое. И то воображение. И то воображение, которое настаивает на то, что они действительность определенного рода. Тогда это делает возможным настоящее. То есть определенного рода поступки. Ну вот так. Как раз время мое истекло. Я готов отвечать на вопросы. Или что-нибудь у меня может есть. А Хубу спасибо большое. У меня есть донат. Вот. Вот. У меня есть сегодня донат уже. Наконец-то отдых от физики, да. Данилова не узнать. Но это не я. Но это уже интересно, от чего он ослеп всю вторую половину жизни. Было бы смешно, если бы это было всего лишь катаракта в те времена, которые не умели лечить. Так бы вот я в наше время тоже бы встречал уже слепым бы. Будущее, прошлое, настоящее – это все одно целое. Ну, наверное. Здравствуйте, Игорь. Здравия и интересного стрима всем-всем. Да, «Вести из Непала». Да. Это замечательный рассказ, один из лучших у Пелевина. А теперь у нас «Вести из Непала» по телевизору. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательные лайки и по возможности принять донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Да, спасибо. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. Спасибо. Учитывая, что кроме футбола своим национальным видом спорта в Британии считают покер преферанс, то их любовь к манипуляциям и обману становится кристально ясна. Ну, они ввели театр в школьную программу. Вот. То есть они этим людей специально обучают. Тут можно по главной игре в каждой культуре понять суть этой культуры. Вы знаете, доминирование англосаксонского мира, оно показывает, что все виды, большинство видов спорта, они британские. Это и теннис, это и крикет, это и ну разве что баскетбол не другой, это и волейбол, это и футбол, это и регби. И это австралийский футбол, который разновидность вот того самого. Вот, это очень интересно. А еще немногие, такие как баскетбол, они тоже принадлежат англосаксонскому миру. Поэтому какой вид спорта мы не возьмем, фактически, это всегда будут британские виды спорта. Все. Бокс тоже. Непальцы учат русский, как себя вести, а то богоносец нажрался и глаз не раскроет. Ну, не знаю. По-моему, они учат себя, как не надо вести. Действительность была подчинена образу будущего, специфической галлюцинации. Герой намерил нечто, а потом нечто совершил. Да, намрел, то есть намечтал. Да, конечно. В Индии шахматы, где каждая фигура закабалена в своей касте, только пешка может мечтать о короне. Ну, тоже интересно. А пешка, да, может мечтать. У арабов нарды, где задача как можно дольше переместить хотя бы одну фишку и за ней перевести всю семью. Ну вот не знаю, как нарды, что это такое за игра, я даже не знаю правил.
Игорю здоровья, всем привет. У дамы альпинистки фамилия Наговицына. Кто-то кому-то посредством нее передает сигнал. Но она Наговицына на букву отличается. Может, она передает при сигнал известному шансонье, но тоже покойному уже. Я как-то везу родственников, значит, этих. Ну, там это, жена брата, у нее 3 судимости. И говорю, значит, вот здесь мы, значит, были поминки по Наговицыну. Она говорит, да, ты, говорит, интересуешься так шансоном. У американцев главная национальная игра рестлинг, где вообще нет соревнования, только спектакль. Ну, нет на самом деле. Конечно, их главная национальная игра – это американский футбол. А по количеству матчей это будет бейсбол, конечно. По общему интересу. Потом типа баскетбол, а потом идет хоккей. А рестлинг это так, сбоку припеку. У русских только одна национальная игра. Игра с шашками в Чапаева. Безрассудная, отчаяние до самого конца. Ну, может быть, лапта не прижилась, все играют. Но у нас, у русских, все играют в англосаксонские игры, ну, как и весь мир. Сущность деяния не деяний. Вей, увей. Да? Ну, наверное. Сейчас примерно то же самое происходит с убийством Чарли Кларка в США. Напротив, либеральный медиа сам виноват, напросился ТД, то есть групповая пляска на костях. То же самое с чем? Убийство Украины Ирины Рудской в США. У них разве какая-то другая фамилия была, нет? Не Рудская. Вот. Ну, красивая девушка, я видел фотографии, очень жаль. Приехала бы в Москву лучше, чем в США. Примерно такая же концепция у так называемых бессмертных, которых считали уже мертвыми, поэтому они всегда сражались до конца. Ну вот да, но мы всегда так поступаем. Мы для того, чтобы действовать, считаем, что будущее, к чему направлено это действие, уже произошло. Да, все дело в фокусе внимания и управлении им. Настоящая объективная реальность – это лишь мощный конкурент в борьбе за этот контроль. Босс левела может быть финальный. Вот, совершенно правильно, да, сказано, да, именно так. Конкурент, иногда недостойный, слабый. Видео про украинскую девочку-беженку, погибшую от местного отморозка в Северной Каролине, видели? Может, это какой-то еще случай? Новое, что ли? Я просто видео не знал. А, да, там у них же 2 случая. Одну в метро зарезали, да? Вот. С будущим и прошлым действует та же схема. Чтобы действовать активно внутри системы, нужно быть вне ее. Для максимального эффекта нужен рычаг одним концом нашедший опору в прошлом, а на втором конец будущее. Должен давить тот же самый, кто хочет изменить среду. Ну, наверное, как-то так. Отморозок считает, что у него чип в голове, и его мысли читают. Бедный. Количество частных трагедий убийств, кажется, начало расти. А вот что это? Только лишь осеннее обострение или вход в мировую гражданскую? Ну, я считаю, что вход. Ну, надо смотреть, что начало расти особенно. Я считаю, что вход в американскую гражданскую должен быть, ну, как бы задерживаться по непонятным причинам. Почему-то это, так сказать, демократический полюс, он как бы весь деморализован и очень мало принимает участие в современной политике. Начнет, скорее всего, в Штатах, а там уж как волна пойдет. Ну да. Антон Кривоклякин. По поводу того, чтобы подражать человеку, которым сам желаешь стать. С одной стороны, похоже на расстановки по Хеллингеру, а с другой стороны, это карго-культ, который ведет к бедности и шизофрении. Ну вот, может быть, ведет, да, ведет, я просто не знаю. По-моему, на расстановке по Хеллингеру совсем не похоже. Там же ты не хочешь подражать, тебя назначают. Всегда. То есть там фокус состоит в том, что тебя как бы назначают на заместителя родственника человека, которого расставляют. Назначают на него как-то. Ну, выбирают человека, которого расставляют. И тем самым, и самое главное, нужно не говорить. То есть те, которые здесь работают в качестве фишек, вот этих шахматных фигур, они не должны говорить, они должны как-то вставать, чувствовать себя как-то. И хороший ведущий, Сергей Борисович Переселин, хороший ведущий с Еленой Борисовной, он это дело правильно интерпретирует. То есть каким-то образом считается, что мистическим образом ты можешь воспроизвести род и родственников расставляемого человека. Хеллингер же говорит, что надо было лечить не человека, не его прошлое, а лечить его весь род.
То есть разбираться, что к чему, как там происходит. Может быть, там прадедушка изнасиловал его там, племянницу, а это влияет теперь на весь род каким-то образом. Они это находят, это дело разбирают, все возмущаются. Меня просто часто назначали, давно не принимал участие в расстановках, часто назначали на этого. Я же архетипический отец, и меня выбирали на роль отца. Вот такая вещь. Подражать никому не надо, надо быть собой. Ну вот это надо знать, кто такой собой. Приветствую ведущих и всех слушателей. Да, мы тоже рады вас видеть. Краткий смысл. Жил паршиво, но умер красиво, паршивец. Ну, может быть. Евгения Зайбел сердечко принесла. Спасибо. Действие субъект совершает, а в стихии субъекта нет. Ну, может быть. То есть вы хотите сказать, что просто в нашей повседневной реальности стихии есть, в которой нет субъекта, да? Его надо как бы придумать и вообразить. Например, придумать, что будто бы ты блестящий молодой человек, который взялся покорить этот город, эту страну. Тогда ты начинаешь покорять, действовать, что-то еще происходит. Да, сейчас проверю, да. Еще раз всех приветствую. Напоминаю о необходимости вашей поддержки. Спасибо. Я, может, тоже Лала Бериджиду хочу. Кто же мне даст? К тому же она умерла. Ну, можете попытаться что-то вообразить. Есть фильм «Расюмон» от Акиры Куросавы, где несколько очевидцев одного убийства рассказывают совершенно разные версии, как оно произошло. Да, есть еще этот «Чайка» от Акунина, где главный герой не покончил жизнь самоубийством, его убили. И рассказывается несколько повестей, где оказывается, что убить его в каждой повестью был у него убийца из известных персонажей чеховской «Чайки». И убил именно он, а в следующий раз другой. Такой есть рассказ. Нейросети и виртуальность уже стучатся к нам в дверь. Совсем скоро по историческим меркам каждый сможет на жизнь стать множество раз кем угодно и обладать чем угодно. Ну, вполне возможно, да. Что-то там. Чтобы быть успешным бизнесменом, надо быть успешным бизнесменом, ни больше, ни меньше. Ну, разумеется. Но люди же несут этим инфо-цыганам деньги. Тех чему-то учат. Представление себя в виде дождевого червя до Бога и всеми благами, ограничениями, хоть стадом мамонтов, хоть армией великих киноактрис. Да, можно. В замке Кафки герой знает, что не дойдет до вершины замка, но, будучи вовлеченным, не может отказаться. Ну, как и все. Как и все. Никто не дойдет до вершины. Гениальное видение времени. Сам задумался над тем, что не только будущее, но и прошлое многовариантно. Да, но вот тут гораздо интереснее, почему оно сходится. Почему есть узлы. Вот у Олега Михайловича такую вот эту тему, он ее игнорирует. Поэтому у него сад девятвятся дорожки превращается в сад расходящихся тропок. А воспроизводство штурма этого города, оно оказывается принципиально неправильно. Вот. Концепция самурая во время боя. Нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее. Ну, в смысле, я еще умер, да? Так что скоро будут, как никогда, за все время существования человечества стоять вопрос, какой унылой быдности будь самим истинным, без различных костылей и симулякров. Как в унылой быдности будь самим истинным. Может и будет. Будущее, прошлое, настоящее – это все один большой процесс. Для нас это невозможно представить как бесконечность. Невозможно, да. Для меня концепция самураев кажется немного натянутой на функцию. Если нет прошлого и будущего, то нет и победы, и поражения, морали и долга. А значит, и смысла в боях нет. Ну да, я дерусь, значит дерусь, говорит Портос у Дюма. Я дерусь, значит дерусь. Спасибо большое за стрим. Всем крепкого здравия, вдохновения, взаимопонимания, мирного неба и, конечно, денежек побольше. Берегите себя и близких. Спасибо. За жизнь много раз стать кем угодно и обладать чем угодно. Можно без всяких нейросетей и виртуальности, если осознанно сновидениями владеешь. Ну, наверное, только что-то я не особо в это верю. Эта концепция, как гильза, правильная. Если человек в бою начинает вспоминать о прошлом и мечтать о будущем, он мертв. Это психологический трюк. Да.
Ждем стрима по новому Пелевину. А Пелевин вышел новый, да? Уже вышел? Я не знаю. Я предыдущий читал, предыдущий, не дочитал до конца и решил, что я больше Пелевина читать не буду. Да, психологический труд для лучшей функциональности, нечтойности. Ну да. Ну как-то так. Ну все, наш стрим сегодня заканчивается. Поблагодарим нашего единственного донатора, это Хуба. Единственного донатора. Больше нет вроде как. Может, потом подойдет что-нибудь. Все, спасибо. Мы отдыхали от физики сегодня.